И всем доброе утро. Посмотрите, какой сегодня чудесный день. Солнце заливает своим светом все окно. Так что осень золотая, прекрасно, не холодно, но и не жарко, как я люблю. То, может быть, я даже пойду и погуляю сегодня. И показываю, что мы купили стиральную машинку и трокнер. Прочитаю, наливаю ворован. Знаю, правильно это или нет. Ну, короче, люблю наливать барабан. И вот трокнер. Вот такой трокнер. Я прям больше, чем счастлива, можно сказать. Да, возможно, это будет затратно по электроэнергии. Но как это удобно, это не сказать словами. Для меня, во-первых, сырость из дома уходит. Во-вторых, все вещи сохнут, и они становятся мягкими. И не надо вот этих вот сушек дома ставить. Это просто супер. Рекомендую, но это мое мнение. Поэтому смотрите сами. Ну, погода просто прекрасная, да? Ну. Сейчас вот Дима учится, ни одного русскоговорящего там нет. Надеюсь, приедет. Может, мне даже понадобится переводчик, да? Прям ждем. Ну, а я буду заниматься домашними делами, которых никогда не заканчивается. Обычный день домохозяйки, да? Не находите? Вот так. Всем привет, всем доброе утро. Старший сынок пошел в школу. Да, красавчик. Ходит в толстовках, не слышит маму. Ну, как обычно, 20 лет. В общем, собираю ланчбокс для Константина в школу. В основном овощи, фрукты, ну и какая-нибудь булочка или сэндвич. В общем, такое. Николь еще спит. Время 6:24. Получается, старший уходит первый. Потом Константин, потом мы с Николь идем в сад. Короче говоря, сейчас сделаю завтрак детям. Пустик опять будет яичницу. Он ест только белки. Желтки он не ест. Желтки ем всегда я. И Николь. Кашу сделаю. Да, кашу. Поедим, умоемся и пойдем по делам. Вот собрала завтрак. А сам, Паш, как сам считаешь правильно? Вот. Собрала мусор, разгребла посудомойку. И теперь вот собрала завтрак. Огурчики, паприка, ягодки, апельсинчики, круассан. Вот. Проснулась принцесса моя. Пойду поднимать, умывать и так далее. Увидимся позже. Что это? Это тоже желатин, дочь. Его, кстати, сын вчера сказал, что у них в колледже как бы акция проходит Мам, что это? помочь бедным детям. Поэтому мы должны Что
Это желатин. Мы не должны, мы можем испечь какой-нибудь сладкий пирог, но он может быть халяль или может быть, самое главное, не содержащий желатин. То есть свиные продукты и все такое. Вот, поэтому думаем, какой бы пирог мы испекли. Надо сегодня над этим проработать. Я предлагаю, он говорит, я не хочу ничего, я лучше буду продавать. Ну, наверное, надо поучаствовать все-таки. Хорошая акция, помочь бедным детям в бедных странах. Если у вас есть рецепты каких-то пирогов без веганских или халяль, то я бы с удовольствием узнала новые какие-то рецепты для себя, которые можно применять. Потому что сейчас актуально становится веган и без желатина, да? Сейчас жарим яишенку для Константина. Белок достанется Константину, потому что Константин у нас есть только белок. Вот наш завтрак. Яичница, какао. Какао. И красная яичница. Да, у него только какао. А теперь еще и яичница. Смотрите, вот она ест ложкой. Она ее ест вот так смешно. Купили вот такие булочки. Люблю такие булочки. Там морковка, тыквенные сырочки. Вкусный хлеб получается. В принципе, одной булочки нам на завтрак даже еще останется на всех. Какао ты будешь, окей. Ты будешь какао. Может, через трубочку все-таки лучше пить? Нет, Николь? Будешь какао? Я? Я нет. Я буду чай. Если я не буду эссен. Я не буду эссен. Ты не будешь эссен? Ты не будешь эссен в садике? Эссен. В садике вкусный эссен. Угу. Что дают в садике, Николь? Что это у меня? Ну, будем стирать. Что ж теперь? Мама, дай мне Обтрёкай. вот, подай. Да? Мама, Намокла. Ну вот, отвела Николь. Вот это к теме Святого Мартина. Вот в садике у нас завтра будет еще один цук, латерный цук, уже для детишек из садика. И вот такой вот латерну они, получается, смастерили в детском саду. Дети мастерят, потом сюда подвешивается палочка с фонариком. И на палочке они этот фонарик несут. Когда я сюда только приехала, у меня сын пошел в садик, и нам попросили, то есть сказали, вот, принесите штег, латерный штег. Но я с этим праздником была вообще не знакома, если честно, и не знала, что это такое. Начала смотреть в переводчике, мне пишет удочка там и все такое. То есть штег метлих, по-моему. Вот. В итоге я, короче, принесла эту электрическую свечку в виде свечи. Да, и
положили туда, потому что я думала, что держат вот за эту штуку. Ну, потом я уже увидела, что такое латернатштег. Вот так вот я и узнала, как, что и почему. Поэтому интересно, когда вот ты только приезжаешь, ничего не понимаешь, и вот уже каким-то годам начинаешь узнавать о традициях, о каких-то праздниках, о том, что нужно на этот праздник и все такое. Вот хорошо, что опыт с моим сыночком в садике помог мне теперь разобраться, что делать в детском садике с моей дочерью. Ах, Так все. Привет! Всем привет! Масенька. На, Костя, держи. Ну, сейчас он меня подержит. Отдай, Костя, отдай. Отдай. Ники. Алло. И всем доброе утро. Всем привет. Я сейчас отвела в садик Николь и иду по делам. Да. Вот. Мне надо сейчас дойти в аптеку, потом сходить в магазин, купить молока. Вчера я ходила на Эльтенгешпрех в школу к Константину. Он длится 20 минут. За 20 минут особо ничего, конечно, нового не узнаешь, но, в принципе, оценки у него хорошие. Единственная у нас проблема с тем, что он якобы медленный. Ну, я пытаюсь объяснить, что медленный он, потому что нам приходится думать дважды, да. То есть, если он читает, он сначала просто читает, а второй раз он уже начинает понимать, что он читает, хотя он разговаривает по-немецки, мы читаем каждый день. По математике у него вообще отлично. Поэтому он, честно говоря, очень долго привыкал. Когда он приехал, ему было 4 годика, и он попал в садик. Но когда он пошел в школу, он еще нормально не разговаривал, хотя садик был католический. Вот, и, в принципе, были все условия для того, чтобы заговорить. Но Константин, он как-то очень долго адаптировался, интегрировался. Он, конечно, дружил, но с ребятами, как бы не желала разговаривать, наверное, да. Ну, для меня тоже самое сложно говорить. Я в основном все понимаю, но говорить тяжело. То есть формулировать, какие глаголы выбирать, чтобы именно ту суть донести, потому что все глаголы выражают разную суть. Один глагол может иметь несколько значений, также много глаголов иметь одно значение, но применяться в разных ситуациях. Ну, как-то так. Погода супер. Сегодня будет 17 градусов. Классно. Тепло. В ноябре 17 градусов. Вообще здорово, да? Так что на улице никого. Это потому, что я иду по улице такой, где в основном частные домики. Тут все рядом. Все рядом. Кладбище, остановки, людные улицы и тихие такие, тихие, можно сказать, улочки, где вот эти вот такие райнхаусы, просто домики. Так что сниму попозже еще что-нибудь. В общем, сходила я в магазин за молочком. И сейчас покажу молочко. Вот. Ходила только вот за молочком. Купила морковку, огурчики. Куриная грудка 400 грамм. Она мне обошлась в 3,99. Нынче курица дороже, чем свинина. Вот эти вот сосиски баварские, они 4
79 стоит. Но я их очень люблю. Наггетсы 7 евро. Колбаса. Она была со скидкой. Ну, где-то 2,69. Потом вот это вот лосось. Она тоже была со скидкой. Ну, там было написано 10 евро килограмм. Это действительно недорого, поэтому я все-таки взяла. Вот это тоже как наггетсы из лососи. Они стоили 6 евро. Яблоки за 2 евро. Помидоры 2 евро килограмм. Евро 69 бананы килограмм. Чай за евро. А вот это вот я использую вместо сметаны. Что-то кремя, фрейхи какое-то. Короче, оно тоже каждое по евро. Это вот для детей. Они любят всякую ерунду. 79 центов стоит. Пряники, йогурт тоже 2 евро за всю пачку. Помидоры черри евро за упаковку. Конфетки. Не дешевое удовольствие, да. 2,5 евро где-то. Ну и в общем это все у меня обошлось на 53 евро 79 центов. Как вы считаете, это дорого или нет? Сегодня пятница. Сегодня мы пойдем с Николь к зубному. Я сейчас заканчиваю как раз монтаж предыдущих отснятых материалов. Так что, надеюсь, сегодня я выложу этот ролик. Не сегодня, может быть, завтра. Завтра, может, мы с Димой съездим в магазин, потому что сегодня пятница, он возвращается из командировки наконец-то. В понедельник опять уезжает, к сожалению, но учеба дело такое. Учеба дело хорошее. Пусть учится. Всем спасибо, что смотрели. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всем хорошего дня.